Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Катерина. Сегодня я хочу показать вам один очень интересный узор. Это легкий ажурный узор для начинающих вязальщиц. Состоит он из 6 петель плюс 2 кромочные. Это в ширину и в высоту 4 ряда. Давайте приступим к вязанию. Наберем на спицы петли кратные 6 плюс 2 кромочные. Набрали наши петли. Здесь у нас изнаночный, здесь лицевой. И первый ряд, как у нас ниточка лежит, мы провяжем изнаночными петлями. Обычными, как вы умеете. Бабушкиными или классическими, не имеет значения. Провязываем до конца. И последняя кромочная изнаночной петлей. Вот, мы провязали наш ряд. И он теперь глядит на нас как лицевой. Начинаем наш узор. Кромочную снимаем. Дальше 3 петли лицевые. Накид. Следующие 3 петли вместе одной петлей за заднюю стенку. Накид. 3 петли лицевые. Накид. Следующие 3 петли вместе за заднюю стенку. Накид. 3 петли вместе. 3 петли лицевые. Накид. И так далее. И для симметрии последние 3 петли лицевые и кромочная. Вот провязали наш первый ряд нашего раппорта. Переворачиваем наизнанку. И все петли вяжем изнаночными до самого конца. Вот, провязали до конца. Переворачиваем и вяжем второй, вернее третий лицевой ряд. Кромочную сняли. Дальше накид. 3 петли вместе за заднюю стенку. Накид. 3 лицевые, накид, 3 петли вместе за заднюю стенку, одной лицевой провязываем вместе, накид, 3 лицевые, и так вяжем до конца ряда. У нас получается как бы в шахматном порядке. Там, где мы вязали в предыдущем ряду вместе с накидами, а в следующем ряду мы провязываем в этом месте лицевыми. Провязываем до конца. И кромочную провязываем лицевой. Третий ряд провязали. Переворачиваем. Последний, 4-й ряд нашего раппорта. Все петли вяжем изнаночными до конца ряда. Провязали наши петли до конца. Переворачиваем. Вот мы связали наш раппорт в высоту 4 ряда. Теперь мы просто повторяем эти 4 ряда и вяжем наш узор.
Вяжем самостоятельно. Не забываем, что в шахматном порядке. Там, где мы вязали просто 3 лицевые, в следующем ряду над этими петлями мы вяжем вместе. И не забываем делать накиды. Накиды делаем так, чтобы при провязывании у нас получалась дырочка, так как это у нас ажурный узор. Если мы будем провязывать этот узор накиды без дырочек, ну, ажурности не получится. Провязали ряд. Вот такая вот получается красота. И дальше изнаночными петлями провязываем до конца ряда. Вот. Вот что у нас уже получается. Что-то уже видно, наш узор. Вяжем наш узор. Не забываем делать накиды. Вот, провязали и вяжем последние заключительные ряды нашего узора, чтобы у нас получился вот такой вот квадрат. Хочу сказать, что этот узор мой любимый. Им связано очень много работ. И в свитерах я его использовала как центральный. И кардиган я целиком этим узором вязала. И маечки летние, и топики. Очень красиво смотрится. И очень легко вяжется. Попробуйте. У вас обязательно получится. Вот, мы провязали вот такой вот узор. Правда, красиво. Даже получится у начинающей вязальщицы. Он легко запоминается, легко вяжется, а по итогу получается красота. Он хорошо тянется, мало на себя берет пряжи, так как ажурные узоры вообще на себя мало берут пряжи. Вот. Очень симпатичный с лицевой стороны, и с изнанки я показала, он интересный. И заключительный ряд мы провяжем, ну, закроем наши петли. Я вот так закрываю. Провязываю по 2 петли вместе за заднюю стенку и образовавшуюся одну петлю одеваю обратно на спицу. Одела. 2 вместе за заднюю стенку, одела, и так до конца ряда. Пожалуйста, если вдруг в процессе вязания возникли какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в комментариях, понравился вам этот узор, не понравился, получилось у вас или не получилось. Если какие-то вопросы и что-то непонятно, спрашивайте, и я обязательно вам подскажу, помогу. Очень интересный узор. Давно хотела поделиться им, так как считаю, что он интересный, красивый.
последние петельки и ниточку будем обрезать. Вот, вытаскиваем спицу и просто кончик продергиваем в петельку и затягиваем, чтобы рядок последний не распустился. Вот, затянули. И вот получился вот такой узор. Спасибо вам, что вы посмотрели мой маленький мастер-класс. Посмотрели вот этот вот интересный узор. Он сейчас такой немного неровный, но если сделать ему ВТО, он расправится и будет очень красивым. Вот. Пишите, понравился ли вам этот узор, вязали ли вы, может быть, уже когда-то этим узором. Рассказывайте. А на этом я уже буду заканчивать. Вяжите с удовольствием. Всем желаю легких петелек и отличного творческого настроения. Подписывайтесь на мой канал. Я снимаю для вас новые мастер-классы, красивые узоры и техники вязания. Всем пока. Встретимся в следующем видео.